Каждые 100 тысяч лет с нашей планетой происходит одно и то же. Лед наступает. Он сползает с полюсов, погребает под собой целые континенты, там, где сейчас стоят Нью-Йорк, Берлин, Москва, вырастают стены льда высотой с километр. А потом лед отступает. Планета оттаивает. И проходит еще 100 тысяч лет, все повторяется снова. Вот на что я хочу, чтобы вы посмотрели. Не на когда-то в далеком прошлом, на ритм. 20 тысяч лет назад лед лежал на месте Чикаго толщиной в 1,5 километра. На месте Стокгольма почти 3 километра. А потом он ушел. И то, что он ушел именно тогда и именно так, не случайность. Потому что все это происходит не как попало. Это происходит по расписанию, с точностью, от которой становится не по себе. Как будто кто-то однажды завел гигантский будильник, и планета замерзает строго в срок, а потом строго в срок оттаивает. И вот тут начинается странность, которую я сам сначала отказывался принимать. Это расписание не просто существует. Его вычислил один человек, карандашом, на бумаге, за десятилетия до того, как у науки появились доказательства. Над ним смеялись почти всю его жизнь, а он оказался прав, до последней цифры. Так кто же составляет расписание льда? Что заставляет целую планету замерзать и оттаивать снова и снова, как по часам? И вопрос, ради которого стоит досмотреть до конца, когда наступит следующий раз? Не буду спойлерить, но обещаю, ответ на последний вопрос окажется куда страннее, чем через столько-то тысяч лет. Потому что расписание работало исправно 3 миллиона лет. А потом кое-что пошло не так. И виноваты в этом мы с вами. Я очень много думаю о том, как менялась Земля до нас и без нас. Если вам тоже интересно разобраться, как все устроено на самом деле, без мифов и паникерства, вы по адресу. Подпишитесь и поставьте лайк. Это правда помогает такому видео найти своего зрителя. Поехали! Начнем с того, что переворачивает всю картину. Готовы? Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, наша планета находится в ледниковом периоде. Не в кино, не в далеком прошлом, в буквальном геологическом смысле. Сегодня, за окном. Звучит как бред, я понимаю. За окном лето или дождь, или обычная городская зима без всяких ледяных стен. Какой ледниковый период? Но вот в чем дело. По геологическому определению планета находится в ледниковой эре до тех пор, пока на ее полюсах лежит постоянный лед. А он там лежит – Гренландия, Антарктида, тот самый ледяной купол внизу глобуса, о котором я делал отдельное видео. Раз лед на полюсах есть, значит мы все еще внутри той самой холодной эпохи, которая началась десятки миллионов лет назад. Теперь второе, и это еще интереснее. Внутри большой ледниковой эры есть свой внутренний ритм. Лед не стоит на месте, он то наступает, то отступает. Периоды, когда он разрастается и накрывает континенты, ученые называют ледниковыми стадиями. А теплые промежутки между ними, когда лед отступает к полюсам, межледниковьями. Так вот, мы живем в межледниковье, в теплой паузе. И называется она Голоцен. И вот цифра, на которой стоит притормозить. Наша теплая пауза длится примерно 11 700 лет. Все, вся история человеческой цивилизации, первые города, египетские пирамиды, Рим, порох, электричество, интернет, вот это видео, которое вы смотрите, все это уместилось в одну короткую оттепель между двумя наступлениями льда. Мы привыкли думать, что теплый мягкий климат – это норма, это как всегда было. А на самом деле мы построили все, что у нас есть, за короткий перерыв. Пока лед взял передышку. И тут возникает единственный логичный вопрос. Если это пауза, то когда она закончится? Когда лед вернется? Чтобы ответить, сначала нужно понять, кто вообще нажимает на эту кнопку «Пуск». И тут в историю входит человек, которого при жизни считали чудаком. Но прежде чем я вас с ним познакомлю, давайте честно представим, о чем вообще речь. Что такое наступление льда? Многие думают, стало холоднее, выпало побольше снега. Нет, все куда масштабнее. Всего 20 тысяч лет назад, а по меркам планеты это буквально вчера, на Земле был пик последней ледниковой стадии. И вот как выглядел мир тогда. Почти вся Канада лежала под сплошным ледяным щитом. Не под снегом, под панцирем льда толщиной местами в 3 километра. Он накрывал место, где сегодня стоят Торонто, Монреаль, Чикаго, Нью-Йорк. Вся Скандинавия, север Британии, огромный кусок нынешней России тоже подо льдом.
Представьте гору льда высотой в 3 Останкинские башни, поставленные друг на друга, и она тянется на тысячи километров. Воды в этом льду было заперто столько, что уровень океана упал примерно на 120 метров ниже нынешнего. 120 метров. Там, где сегодня плещется море, была суша. И вот вам первое нелогичное следствие. Из Азии в Америку тогда можно было перейти пешком, не замочив ног, по суше, на месте нынешнего Берингового пролива. И люди действительно перешли. Именно так, по суху, во время последнего оледенения человек и заселил обе Америки. То есть ледниковый период не просто рисовал стены льда, он открывал дороги между континентами. Британия, к слову, тогда была не островом, а полуостровом Европы. А теперь то, ради чего я все это рассказываю. Ученые достали историю этих наступлений и отступлений льда и увидели узор. Не хаос, узор. Лед наступает, держится, отступает. И снова, жутковатой регулярностью. Медленное сползание в холод длиной под 100 тысяч лет, потом резкое стремительное потепление за какие-то тысячи лет и короткая теплая пауза вроде нашей. Потом все сначала. График этих температур за последний миллион лет выглядит как зубья пилы. Ровные, повторяющиеся зубцы, один за другим. Как будто планета дышит. Медленный вдох в холод, резкий выдох в тепло. Вот тут любой нормальный человек спрашивает: секундочку, а что вообще может заставить целую планету дышать по расписанию? Ни вулкан, ни случайность. Что-то, что тикает как часы миллионы лет подряд. Ответ нашел человек, у которого не было ни спутников, ни компьютеров. Только карандаш и упрямство. Его звали Милутин Миланкович, серб, инженер, математик. Родился в 1879 году. И у него была идея, которую в его время всерьез почти никто не воспринимал. Идея была такая. Климатом Земли, ее великими похолоданиями управляет не Солнце само по себе, ни вулканы, ни какая-то земная катастрофа. Управляет геометрия. То, как именно Земля движется вокруг Солнца. Крошечные, почти незаметные изменения в форме ее орбиты и в наклоне оси – вот что, по его мысли, включает и выключает ледниковые периоды. Звучало это, мягко говоря, спорно. И вот представьте, в каких условиях он это доказывал. Начинается Первая мировая. Миланковича, серба, в первый же день войны берут в плен австрийцы. И знаете, что он делает в плену? Он просит книги, бумагу и садится считать. Он проведет годы, вычисляя от руки, карандашом, сколько солнечного тепла получала каждая широта Земли в каждую эпоху за сотни тысяч лет назад. Это адская монотонная работа. Тысячи и тысячи страниц вычислений, которые сегодня компьютер сделал бы за секунды. Он занимался этим десятилетиями, складывал влияние орбиты, наклона оси, покачивания планеты и получал кривую древнего климата. И у него получилось. Его расчеты предсказывали, вот в эти эпохи северные широты получали особенно мало летнего тепла, и именно тогда должен был наступать лед. Он построил математический скелет ледниковых периодов. А теперь грустная часть. Миланкович умер в 1958 году. И умер, так и не увидев настоящего, железного доказательства своей правоты. Большинство геологов его эпохи пожимали плечами. Красивая математика, но где физические улики? Улики придут. Но уже без него, почти через 20 лет после его смерти. А чтобы понять, что именно он вычислил, нам нужно разобрать его часы на детали. Потому что расписание льда – это не одна стрелка. Их 3. И самое интересное начинается, когда они сходятся вместе. Сейчас будет 3 числа. Предупреждаю честно, это самое математическое место всего рассказа. Но если вы поймаете ритм этих 3 чисел, дальше вся история планеты сложится у вас в голове сама собой за 1 минуту. А не поймаете – не страшно, я все разжую. Договорились? Тогда медленно по одной стрелке. Стрелка первая. Форма орбиты. Мы привыкли думать, что Земля летает вокруг Солнца по кругу. Почти, но не совсем. И этот почти плавает. Иногда орбита ближе к правильному кругу, иногда чуть более вытянутая, овальная. Ученые называют это мудреным словом эксцентриситет, но по сути это просто, насколько орбита растянута. И вот главное. Полный цикл этого растягивания и сжатия занимает около 100 тысяч лет. Запомнили цифру? 100 тысяч. Ровно тот самый ритм зубьев пилы. Это и есть большая часовая стрелка. Стрелка вторая. Наклон оси.
Земля вращается не прямо, а под наклоном. Ее ось завалена вбок примерно на 23,5 градуса. Именно поэтому у нас есть времена года. Но этот наклон не постоянный. Он медленно качается от примерно 22 градусов до 24,5 и обратно. Туда-сюда, как очень медленный маятник. Один полный взмах – около 41 тысячи лет. И вот тут важно почувствовать, что это значит. Чем сильнее наклонена ось, тем контрастнее времена года. Жарче лето, холоднее зима. Чем наклон меньше, тем лето прохладнее. А прохладное лето, как вы скоро увидите, это и есть спусковой крючок для льда. Стрелка 3. Покачивание. Земля пока крутится, еще и слегка покачивается всей осью, как замедляющийся волчок, который вот-вот остановится, но все описывает верхушкой круги. Ученые зовут это прецессией. Из-за этого покачивания медленно смещается то, в какой сезон Земля проходит ближе всего к Солнцу. Полный круг этого покачивания около 23 тысяч лет. Вот они, три стрелки. 100 тысяч, 41 тысяча, 23 тысячи лет. Три разных ритма, которые крутятся сами по себе. А теперь фокус, ради которого все и затевалось. Иногда эти три стрелки случайно совпадают. Все три поворачиваются в одну и ту же холодную сторону одновременно. Орбита вытянута, наклон оси мал, покачивание в невыгодной фазе, и северное лето получает минимум тепла. Вот в такой момент будильник и звонит. Начинается лед. Но подождите, тут кроется вопрос, который сбивает почти всех. Почему к наступлению льда ведет именно прохладное лето? Казалось бы, важна холодная зима. А вот и нет. И это, пожалуй, самое красивое во всей истории. Вот чего большинство людей вообще не понимает про ледниковые периоды. Лед рождается не в лютую зиму. Лед рождается прохладным летом. Давайте по-человечески. Зимой снег выпадает всегда и везде на севере. Хоть в ледниковый период, хоть сейчас. Вопрос не в том, сколько его выпало. Вопрос в том, успеет ли он растаять летом. Представьте северный склон где-нибудь в Канаде. Обычное лето, солнце жаркое, весь зимний снег стаял, к августу голая земля. Все в порядке, лед не копится. А теперь представьте, что стрелки Миланковича сошлись, и лето стало чуть прохладнее. Всего на пару градусов. И часть зимнего снега за лето не успевает растаять. Немного. Тонкий белый островок, который дожил до следующей зимы. На следующий год то же самое. И еще немного снега остается. И еще. Год за годом, век за веком снег не тает полностью и копится. Слои спрессовываются под собственным весом и превращаются в лед. И вот тут включается самое коварное. Смотрите, свежая земля и трава темные, они поглощают солнечное тепло и греются. А снег и лед белые, они отражают солнечный свет обратно в космос, как зеркало. А значит, чем больше площадь покрылась снегом, тем больше тепла планета отбрасывает прочь, тем холоднее становится вокруг. А чем холоднее, тем меньше снег тает. А чем меньше тает, тем больше его площадь. Догадываетесь, что будет дальше? Правильно, планета начинает морозить сама себя. Это замкнутый круг, который сам себя раскручивает. Ученые называют его обратной связью, а по сути это снежный ком в прямом смысле слова. Маленькое орбитальное похолодание нажимает на спуск, а дальше планета сама себя загоняет в лед. Крошечная причина – гигантское следствие. Вот почему хватает легкого сдвига орбиты. Сам по себе он ничтожен, он не заморозит планету. Но он щелкает выключателем, а все остальное белый снежный ком доделывает сам. И вот теперь мы дошли до момента, которого Миланкович так и не дождался. Красивая теория – это прекрасно, но как ее доказать? Где найти запись древних температур, которую можно сверить с его расчетами? Оказалось, на дне океана. Прошло почти 20 лет после смерти Миланковича. И вот в 1976 году трое ученых, Джеймс Хейс, Джон Имбри и Николас Шеклтон, публикуют работу в журнале Science. Работу, которая все изменила. У нее было красивое название – про задающего ритм ледниковых периодов. Что они сделали? Они подняли со дна океана длинные колонки донного ила. Это неспроста. На дне тысячелетиями оседают крохотные раковины морского планктона. А химический состав этих раковин зависит от того, сколько на планете было льда, когда эти существа жили. То есть в слоях океанского дна записана слой за слоем температурная летопись планеты на сотни тысяч лет назад. Природный самописец.
И вот они читают эту летопись и видят в ней ритм, циклы, и замеряют их в длину. И у них выходят те самые числа. Около 100 тысяч лет, около 41 тысячи, около 23 тысяч. Понимаете, что произошло? Ритмы, записанные в реальном океанском иле, в точности совпали с ритмами, которые Сер просчитал карандашом за полвека до этого, сидя без всяких доказательств. Орбита Земли действительно была записана в древнем климате. Расписание было настоящим. С этого момента спорить стало не о чем. Идею, над которой посмеивались всю жизнь автора, признали. Сегодня это фундамент науки о древнем климате, и 3 стрелки носят его имя – циклы Миланковича. А потом появился еще один свидетель, еще более прямой. Помните, в видео про Антарктиду я рассказывал про ледяные керны? Ученые бурят ледники Антарктиды и Гренландии и достают лед, которому сотни тысяч лет. А в этом льду крошечные пузырьки воздуха. Настоящего древнего воздуха. Вы буквально можете подержать в руках атмосферу, которой дышала планета сотни тысяч лет назад. И этот воздух подтвердил ту же самую пилу. Холод, резкое тепло. Холод, по расписанию. Казалось бы, все, дело закрыто. Часы найдены, ритм измерен, свидетели дали показания. Но именно здесь начинается то, что ученые не могут объяснить до конца до сих пор. И именно из-за этой загадки главный вопрос «когда лед вернется?» оказался с двойным дном. Вот честный момент, и я не буду его прятать, потому что наука — это не набор готовых ответов, это еще и живые вопросы. Смотрите, в чем нестыковка. Из 3 стрелок самая слабенькая по силе воздействия — это как раз форма орбиты, тот самый 100-тысячелетний цикл. Изменение количества солнечного тепла от нее совсем крохотное, а самая заметная стрелка — наклон оси — 41 тысяча лет. И вот парадокс. Если посмотреть на очень древние ледниковые циклы, те, что были больше миллиона лет назад, планета дышала в ритме примерно 41 тысяча лет. Логично работает самая сильная стрелка. А потом, около миллиона лет назад, планета вдруг взяла и сменила ритм. Перешла на 100-тысячелетний такт, на слабейшую из стрелок. И держит его до сих пор. Как будто оркестр вдруг начал слушаться самого тихого инструмента вместо самого громкого. Этот загадочный перелом ученые называют среднеплейстоценовым переходом. Почему он случился? Долгое время это было полной загадкой. Ее так и называли – проблема 100 тысяч лет. Но за последние годы наука подобралась к разгадке вплотную. В 2019 году в журнале Science Advances вышла большая работа. Команда как раз с участием тех, кто моделирует ледниковые циклы. И она предложила стройное объяснение сразу из 2 частей. Первое. Долгое медленное падение углекислого газа в атмосфере на протяжении миллионов лет. Чем меньше углекислого газа, тем легче планете держать лед. Второе, и это красиво. За миллионы лет ледники, наступая и отступая, как гигантский скребок, соскоблили с северо-северной Америки и Европы весь рыхлый грунт. То, что геологи зовут реголитом. Обнажилась голая твердая скала. А на голой скале лед держится куда крепче и нарастает толще, чем на рыхлой подушке. И вот эти толстые устойчивые щиты уже смогли переживать слабые орбитальные толчки и растягиваться на все 100 тысяч лет. То есть слабая стрелка стала главной не сама по себе. Ей помогли низкий углекислый газ и голая скала под ногами. Полностью ли закрыт вопрос? Нет, детали ученые все еще уточняют и спорят. Но ведущая версия теперь есть, и она, обратите внимание, снова упирается в углекислый газ. Запомните это, через минуту это выстрелит. Потому что одну вещь мы понимаем точно. По орбитальным часам мы сейчас в теплой паузе, и длится она уже почти 12 тысяч лет. Так когда же придет холод? Ученые сели и посчитали. И то, что у них вышло, заставляет задуматься всерьез. Итак, самый прямой вопрос всего видео. По расписанию. Когда лед должен вернуться? Отвечаю сразу без воды. По естественным орбитальным часам, следующее наступление льда должно начаться примерно через 50 тысяч лет. Это оценка из современных климатических моделей. Не завтра, конечно, но по геологическим меркам вот-вот, за углом. Расписание тикает, очередь льда подходит. А теперь почему именно так далеко, и почему это на самом деле зловещая деталь, а не повод расслабиться? Дело в форме орбиты. Прямо сейчас мы живем в эпоху, когда орбита Земли близка к кругу.
Помните первую стрелку? Чем ровнее круг, тем мягче колебания солнечного тепла, тем стабильнее климат. То есть по чистой геометрии мы сейчас в очень ленивом, спокойном отрезке расписания. Ближайший орбитальный толчок, достаточно сильный, чтобы запустить снежный ком, придет не скоро, отсюда и эти 50 тысяч лет. И вот тут ловушка. Раз естественный толчок такой слабый и далекий, значит запуск льда сейчас особенно легко сорвать. Достаточно чуть-чуть подтолкнуть систему в теплую сторону, и хрупкий спусковой механизм вообще не сработает. Природа в такие спокойные эпохи балансирует на грани. И до недавнего времени история бы на этом и закончилась. Красиво, стройно. Планета живет по орбитальным часам, лед вернется через десятки тысяч лет, все под контролем природы, как было 3 миллиона лет подряд. Но когда ученые добавили в расчеты один единственный дополнительный фактор, расписание поплыло. И виноваты в этом оказались не орбита, не Солнце, не вулканы. Оказались мы, люди, за какие-то последние 200 лет. Вот тот самый фактор – углекислый газ. Тот самый, что уже дважды всплывал в нашей истории. Помните? Я просил запомнить. Соберем цепочку. Чтобы лед начал наступать, нужен слабый орбитальный толчок. Есть. Придет через 50 тысяч лет. Нужна голая скала на севере. Есть. Ледники ее оголили. И нужно третье, обязательное условие. Углекислого газа в атмосфере должно быть мало. Мало углекислого газа. Вот что позволяет планете скользнуть в холод. Орбита взводит курок, но выстрелить он может только когда углекислого газа мало. А теперь смотрите, что сделали мы. За 200 лет, сжигая уголь, нефть и газ, человечество подняло уровень углекислого газа в атмосфере выше, чем он был за сотни тысяч лет. За 200 лет мы сделали с воздухом планеты то, чего сама орбита не делала сотни тысяч лет. Мы, если хотите, полезли пальцами прямо в спусковой механизм ледяных часов. И вот здесь я буду особенно аккуратен с фактами, потому что наука тут прямо на наших глазах уточняется. Еще в 2016 году в журнале Nature вышла известная работа группы Андрея Гонопольского из Потсдамского института. Она первой громко заявила, что уже выброшенного человеком углекислого газа хватит, чтобы отложить следующий ледниковый период. А совсем недавно, в 2025 году, вышла еще более детальная работа, уже с полноценной моделью, связывающей климат, углеродный цикл и рост ледяных щитов на 200 тысяч лет вперед. И она немного поправила прежнюю оценку, в сторону еще более отрезвляющую. Вот что говорит свежая наука. Того углекислого газа, что мы выбросили на сегодняшний день, скорее всего, самого по себе еще недостаточно, чтобы отменить лед. Оледенение через 50 тысяч лет пока в силе. Но если человечество выбросит примерно вдвое больше накопленного, а по многим сценариям мы идем именно туда, то следующий ледниковый период сдвинется еще на 50 тысяч лет. То есть в сумме его может не быть около 100 тысяч лет. Один целый оборот большой стрелки вычеркнут. Вдумайтесь, что это значит. Речь уже не про далекое прошлое и не про безобидную геологию. От того, сколько угля и нефти мы сожжем в ближайшие столетия, зависит, наступит следующий ледниковый период по расписанию или планета пропустит свой ход впервые за миллионы лет. И вот здесь самое главное, и скажу как есть, без паники. 3 миллиона лет это расписание работало как часы. Ни один ледниковый период не пропустил свой выход. Его не сбил ни один астероид, ни одно извержение, ни одна катастрофа. А поставить его под вопрос смог впервые за всю историю планеты один единственный биологический вид. За время короче, чем один зуб той самой пилы. За миг. Так кто же составляет расписание льда? 3 миллиона лет ответ был один и тот же. Космос, форма орбиты, наклон оси. Медленное покачивание планеты, как у засыпающего волчка. 3 стрелки, которые серб по имени Милутин Миланкович вычислил карандашом в плену и не дожил до своего триумфа. Часы, которые тикали безотказно, пока по дну океанов оседал ил, а в лед Антарктиды впечатывались пузырьки древнего воздуха. А сегодня впервые у этих часов появилась еще одна рука на стрелках. Наша. И я хочу, чтобы вы запомнили не цифру и не дату, а вот это ощущение. Мы, возможно, не отменили ледниковый период, но мы уже тянемся к его выключателю. Планета стоит, занеся ногу над следующим шагом в холод, а мы придерживаем ее за плечо и сами еще не решили, отпустим или нет.
Чем это кончится, не знает никто. Такого эксперимента природа за миллиарды лет еще не ставила. Ставим его мы, прямо сейчас.